Плывем на пароме к губернаторскому острову навстречу путешествию, где можно гулять, кататься на велосипедах. Но самое главное сегодня – это шоу Sail GP – скорость паруса и ветра на фоне статуи свободы. Тысячи людей сходят с парома и текут одной живой рекой на следующее поколение шоу Мубадала. Здесь проходит кастинг в команду Sail GP. Над головой треугольный парус. Ветер натягивает его, как будто говорит: «Держи, учись». И мне захотелось попробовать поднять парус против ветра. В какой-то момент я, изогнувшись, еле удержала его. Аплодисменты, парус влево, я в мостик, но не упала. Победила сила воли и чувство юмора. Всем весело и смешно, а прохожий машет в восторге. Sail GP – это Формула-1 на воде. Команды со всего мира и технологии будущего. В палатке British Virgin Island приветливо машут. Мы поторапливаемся, до шоу осталось 15 минут, и начавшийся внезапно дождь подгоняет нас. Синяя ковровая дорожка шлепает под ногами, дождь стучит по плечам, а зонт, как всегда, где-то забылся. И вот насквозь мокрые как раз успеваем к гимну Америки и стоим как супергерои с чувством гордости, пытаясь не чихнуть. Начинается гонка Мубадала Sail GP25 Нью-Йорк. Катамараны взмывают на крыльях, как будто готовы взлететь. Над ними вертолет, который ловит момент триумфа или ошибки. Он тоже не хочет пропустить ни секунды. Сверху идеальный ракурс. На фоне статуя свободы, ветер, дождь, рев моторов и восторг толпы. Скорость зашкаливает, команды работают как единый механизм. Это финал, это Sail GP, и ни один кадр не должен быть упущен. Вертолет завис над катамаранами, словно режиссер в небе. 12 команд со всего мира разминаются в водах Атлантики, а мы с высоты эстакады, на которой зрительские места, мокнем и улыбаемся, потому что ради такого шоу дождь нипочем. Sail GP – это когда лодки летают, а ты кричишь, пытаясь понять, куда все это несется. Это гонка, где волны встречаются со скоростью. Это соль в глаза, а остальное в мыле. Опять туристы на вертолете. Повезло им. И шоу увидели с высоты, и остались сухими. Гонка в самом разгаре. Сверхскоростные лодки называются F-50. Это фойлинг-катамараны длиной около 15 метров и шириной около 9 метров. Все лодки сделаны по одному проекту, чтобы победу приносили не технологии, а умения команды. Участники гонок, спортсмены, балансируя на поворотах, перебегают с места на место. Иногда такое впечатление, что лодка вот-вот окажется на грани кувырка. Подводные крылья поднимают катамараны над водой, которые развивают скорость до 100 км в час. Дождь усилился, шоу на паузе. Улыбаемся, потому что ливень и шоу – вещи почти несовместимы. Победила Испания, выиграв в финальной гонке у Новой Зеландии и Франции. Зрители визжат от восторга, дождь хлещет по лицам, но никто не уходит, как будто сама природа участвует в этом безумии. Мы то следим за бешеной гонкой, то поворачиваемся друг к другу, глаза блестят, волосы мокрые, и вдруг нас накрывает волна истерического смеха. Адреналин зашкаливает, хочется кричать, и вдруг камера ловит поцелуй пары впереди. Только теперь не моряк и медсестра, а Sail GP и любовь под дождем. Экипировка в дождливую погоду – это сланцы. В
Вдалеке, как туманный Альбион, виднеется самая южная часть острова Манхэттен. Домики-палатки с видом на зеленое буйство травы и Нью-Йоркскую гавань, стоимостью которых $300 за сутки – моя мечта. Правда, не знаю, как ведут себя там комары. Слышится шелест ветра, запах дождя, шум прибоя. Одним словом, романтика. Проходим мимо рыбаков, и вдруг из воды взмывает рыба. На долю секунды прыжок золотой рыбки. Этот кадр для меня как подарок из сказки о рыбаке и золотой рыбке. Старик-рыбак взмолился: «Рыбка, милая, исполни желание». «Что ты хочешь, старче?» «Подписку и лайк на канале Таня 7038, чтобы моя бабка стала знаменитым блогером». До Манхэттена всего 800 метров, но кажется, мы в другом мире, свободном, историческом и волшебном. Перед нами замок Уильямс, построенный в начале 1800-х годов. Он был первой в Америке каменной артиллерийской крепостью круглой формы, которая защищала вход в гавань Нью-Йорка от возможного нападения с моря. Позже она стала тюрьмой, затем казармой, а теперь просто молчаливая свидетельница времен. Я заглянула в бойницы узкого окна в 2-метровой толщине стены и представила, что когда-то отсюда солдаты следили за морем, прицеливались, наблюдали и охраняли. Бойницы крепости играли важнейшую роль и являлись ее глазами. Когда-то остров был намного меньше размером, но в связи со строительством в 20 веке метро в Нью-Йорке его нарастили песком и грунтом, привезенного от туннелей. Вот так остров вырос благодаря городским подземельям. Теперь это парки, поля, велосипедная станция, набережная, место для фестивалей и шоу. Я мечтала войти в крепость, но она осталась неприступной, стояла передо мной суровая и немая. Потом постучала в ворота, но и они не открылись. Пришлось довольствоваться экскурсией через дверную щелку. Оставила свою затею попасть в крепость для следующего раза. Эти стены видели многое: врагов, пиратов, бурю и одного гвардейца, который под дождем строил даме глазки. Камень не говорит, но он все помнит. Остров, где крепость Уильямс, вздыхает о прошлом. И ты внезапно влюбляешься в вид на Манхэттен. Под этим камнем покоятся останки ранних колонистов. Когда-то это был казарменный корпус, теперь здесь театр Распутин. Прямо за углом от форта пункт первой помощи на случай, если красота острова ударит в голову. Погода прояснилась, синее небо расправилось над островом, лениво поплыли белые облака. К 1878 году Гавернер-остров превратился из небольшого военного форпоста в армейский штаб и гарнизон, а одних только генеральских домов было 6. Сквозь пышную листву раскидистого дерева проглядывается силуэт старого форта с пушками, направленных наружу к воде, которые готовы отразить любую угрозу. Подходим к форту, перестроенного из деревянного в каменный в 1806 году и названный в честь губернатора Нью-Йорка Джон Джей. Ого, какие ядра! Вот это боеприпасы! Они молчаливые свидетели былых сражений. К сожалению, не удалось попасть вовнутрь форта Джей. Однако было приятно видеть, что историческое сооружение поддерживается и реставрируется. Ров, когда-то наполненный водой, был границей между миром и войной.
В одном из бывших офицерских домов расположилась выставка латиноамериканского искусства «Триенниал», цель которой – продвигать и сохранять культурное наследие. Вдоволь натанцевались на презентации и прекрасно провели день на острове. Шоу катамаранов заворожило, а внезапный летний дождь только добавил шарма. Спасибо за просмотр, жду ваших комментариев и лайков.